Насмотревшись на красочные рекламные проспекты экскурсии в бухту Абу-Дабаб, живо представив себя плавающими в окружении десятков огромных морских черепах, долго не раздумываем, выкладываем по $30 за человека и отправляемся вперед к приключениям и незабываемым впечатлениям. Через 35 минут въезжаем на территорию бухты. Замечу, наша экскурсия проходит в середине февраля. Кто ездит на Красное море зимой, знает, что в эту пору там дуют сильные и, скажем так, не слишком теплые ветра. Приехав в бухту, будьте готовы полной грудью вдохнуть этот свежий ветер. Чисто субъективно, температуру воздуха я ощущал как 20-22 градуса. Иногда после особенно сильных порывов ветра по телу пробегали мурашки, и кто в теме, они были совсем не от Наташки. Температура воды ощущалась где-то в пределах 20 градусов. Но вернемся к самой бухте, которая имеет почти прямоугольную форму. На территории мы можем увидеть дайвинг-центр, бар, множество лежаков. Сам пляж великолепный, широкий, с мягким, чистым песком и, что большая редкость для Красного моря, пологим спуском в море. Прогуляемся вдоль береговой линии. Сейчас мы видим ковровый коралл, правда над ним никто не плавает из-за того, что здесь слишком мелко для безопасного снорклинга. В этой части пляжа мы также видим лавки с абсолютно банальной туристической дребеденью, сделанной в Китае. Через полчаса после прибытия в бухту нас ждал первый сюрприз. Все в обязательном порядке подписали письменные отказы от любых претензий за возможный неблагополучный исход будущего снорклинга. Самое смешное, в памятках, которые раздали всем по прилету, резидент нашей турфирмы огромными зловеще черными буквами написал, что не несет никакой ответственности за экскурсии, купленные у третьих лиц. Получается, что из-за своей экскурсии нести ответственность он также не планировал. После короткого инструктажа в сопровождении двух инструкторов входим в море. Здесь ожидаете второй сюрприз, который заключается в том, что к месту, где по словам организаторов просто роятся черепахи, вам нужно проплыть метров 200-250. То есть по факту метров 400-500 туда и обратно. Ведь далеко не каждому по силам преодолеть такое расстояние. Пожилая пара, которая с внуком потратили 3 часа пути только в одну сторону, потому что ехали с Хургады, уже через метров 50 этого олимпийского заплыва развернулась, потому что люди поняли, что у них попросту не хватает сил. После 15 минут нервных поисков по заливу один из инструкторов радостно позвал нас. Вот она, зеленая морская черепаха, масса которой может достигать до 200 килограмм. После 10 минут любования этим чудесным животным нас стал звать к себе другой инструктор. Преодолев метров 20, на этот раз любуемся скатом-хвостоколом.
Опять минут 5 и 10 сбиваем воду уже над скатом. Как видим, он совсем не рад нашему присутствию и пытается хоть как-то уединиться от вездесущих туристов. Тут опять радостный возглас: «Тартл, тартл, черепаха!» Лихорадочно плывем к первому инструктору, оставив наконец ската в покое. Опять преодолеваем метров 20-25. Снова, как лягушки в жбане с молоком, месим воду руками и ногами, любуясь очередной черепахой, которая в том моменте показалась мне даже больше предыдущей. Уже потом, начав монтировать отснятый материал, я понял, что это была все та же первая черепаха, которую можно было опознать по характерным точкам на панцире. По итогам высказываю, подчеркиваю свое сугубо субъективное мнение, которое может отличаться от вашего. Если бы мы ехали до бухты не 35 минут, а как большинство людей из нашей группы добирались черт знает откуда, по 1,5, а то и по 3 часа, чтобы увидеть пару рыбок-сержантов, пару рыб-бабочек, одну черепаху и один скат, мы бы посчитали заплаченные деньги попросту выброшенными в болото. Впрочем, нашу позицию в вопросе, стоило или не стоило ехать на эту экскурсию, вы можете понять по следующим кадрам все тех же увиденных обитателей Красного моря, но которые я снял на нашем отельном рифе. Дальше, как говорится, без комментариев. В моих ближайших планах снять обзор нашего отельного рифа с идентификацией рыб Красного моря, которые к нам заплывали. Если интересно, ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а пока.